Итак, вторая часть записи, посвященная программе видеоартефакт и конкретно шумоподавлению. Напоминаю, что в предыдущей части у нас был достаточно шумный AV-файл, и с помощью бесплатной версии мы удалили полностью весь шум и заодно удалили из видео аудиотрек, потому как там в принципе кроме шума ничего нету. Давайте то же самое сделаем с платной версией. Для этого мы сохраним этот проект в папочку free. На всякий случай скопируем назад наш видеофайл. И то же самое мы будем делать теперь не с помощью бесплатной версии, а с помощью платной версии. Вот она у нас уже есть. Давайте ее распакуем с помощью 7-zip файл менеджера. Распаковали. Теперь нам нужно папочку VA отсюда поместить в проект. Так вы будете делать всегда, то есть помещать в ваш проект папочку VA. Это все достаточно быстро, но давайте посмотрим, в чем отличие бесплатной версии от платной. Вот смотрите. В бесплатной версии у нас всего лишь два скрипта и служебная папочка для работы, собственно, фильтров программы. В платной же версии мы видим дополнительно огромное количество всевозможных редакторов, импорт скрипты для различных камер, очень большое количество моделей поддерживается. И кроме всего прочего, у нас есть возможность работать с просто файлами. То есть, если мы не знаем, с какой камеры у нас тот или иной видеофайл, либо мы не хотим использовать эти расширенные возможности, но я очень рекомендую, конечно, потому как каждый скрипт оптимизирован под конкретные видеокамеры. Но у нас неизвестно откуда источник, поэтому мы будем использовать generic файл импортирования. Ну, давайте еще посмотрим, что у нас есть. У нас есть папочка out, где большое количество скриптов для кодирования видео. В том числе я отмечу, вот есть папочка outfilm, где у нас есть конвертация файла, которые мы можем передать конечному пользователю. Мы видим различные разрешения, то есть кроме обработки, собственно, видеозаписей, программа позволяет получить конечный результат. Не только некий промежуточный результат, который можно использовать в программах типа DaVinci Resolve, различных редакторов, но и, собственно, конечный результат, уже получая файлы либо напрямую с помощью видеоартефакт, либо с этих редакторов. То есть очень большое количество разных возможностей. Ну, да ладно, вернемся. Итого нам нужно импортировать. Почему импортировать? Если бы мы делали точно так же, как в случае бесплатной версии, запустили бы едет, то все было бы точно так же. То есть никакого различия с бесплатной версией тут нету. Вот как раз сама мощь программы, именно возможности импорта. Запустили generic файл, как я говорил, мы не знаем откуда. И смотрим. Мы обнаружили, что исходный AV файл у нас пропал, но зато появилась папочка CRC, в которой мы видим этот же файл и несколько дополнительных файлов. Посмотрим в undo. Мы здесь видим undo скрипт. Если я сейчас его запущу, то все, что мы импортировали, отсюда пропадет, и мы видим, что исходный файл восстановился. То есть очень полезная возможность, если вы случайно ввели в проект что-то, либо вам что-то не понравилось, и нужно начать с самого нуля. То есть все восстанавливается, все отлично. Давайте повторим импортирование. Файл в проекте. Почему, кстати, так сделано? Дело в том, что программа предназначена для профессиональных целей. Когда вы получаете огромное количество видеозаписей с камер после съемки, и вам нужно в пакетном режиме это все обрабатывать. Платная версия позволяет автоматически соединять кусочки, которыми пишут очень многие камеры, например, МТС-файлы.
преобразовывать форматы, ну и так далее. Кроме всего, она оптимизирована для соответствующих видео, которые, собственно, мы и видим. То есть большое количество видео поддерживается. Ну, в данном случае у нас всего лишь один файл в проекте. Но ничего не мешает нам сюда добавить 10-100 файлов и работать в пакетном режиме. Итак, давайте начнем редактирование. Посмотрим, что у нас есть. Запускаем инфо. Мы видим, что у нас файл 640 на 480 пикселей. Это JPEG. Видим, что диапазон выходит до нуля. Это нормально. Все JPEG файлы находятся в диапазоне от 0 до 2055. Но в шаблоне по умолчанию у нас стоит 16235. Нам нужно это изменить, чтобы работать с правильным диапазоном яркости. 0,255. Нажимаем Ctrl-S, сохраняем, все отлично. И видим, что появились детали в тенях. Дальше. Audio Levels. Мы видим, что здесь есть монозвуковая дорожка, которая, в принципе, сплошной шум. И как мы договорились, мы удаляем это. Раскомментарили фильтр Audio Silent, и все. Звука больше нет, ничего нам не мешает. Дальше. Собственно, начнем шум подавления. Но сначала посмотрим, что у нас вообще есть. То есть такая возможность программа предоставляет. Вот. Возможность посмотреть Y, U и V канал видео. Мы видим, что большое количество шума, цветовых каналов. Канал яркости, в принципе, менее шумен и достаточно приятный шумок, но все равно все это можно удалить. Есть две возможности. Здесь есть скрипты обработки Pre и скрипты обработки Repair. Мы последовательно сделаем предварительную обработку, а потом Repair. Собственно, различные возможности удаления различных артефактов, шумов как раз разбиты в основном по этим двум блокам фильтров и специализированных редакторов. Давайте запустим pre-редактор. Мы видим, что шум как был, так и остался. Все так должно быть, потому как по умолчанию здесь никаких обработок нет, кроме Repair Chroma. Ну, давайте посмотрим, что это. Запускаем Difference редактор. И мы видим, что на краях изображения просто чуть четче. Ну, все правильно, потому как вот эти вот фильтры Repair Chroma предназначены для повышения битовой глубины. Нам это не нужно, мы их комментарием. Тем более, что эти фильтры немного удаляют четкости, а у нас и так 640 пикселей. Так что лучше все лишние фильтры удалить. Так, обработки никакой нет. Давайте начнем с самого начала. канал. Нам нужно включить Motion Denoise Y фильтр. Мы его включаем и видим, что некое количество шума уже удалено. Вот то, что у нас получилось, это разница, а это то, что было. Если мы начнем проигрывать, увидим, что большое количество шума уже удалено, но параметр по умолчанию сделан так, чтобы мы не удаляли весь шум. Дело в том, что программа, в принципе, оптимизирована для работы с разными камерами, разными режимами и в основном для очень качественных записей, потому как профессиональные цели. А очень шумные видео этому мало соответствует. Но мы работаем в качестве шумоподавителя, так что нам нужно эти параметры изменить. В принципе, все параметры вы можете посмотреть на сайте программы. Есть специальная страничка, где вот огромное количество фильтров, все параметры описаны. Нам понадобится фильтр Motion Denoise Y. Я его сейчас скопирую. Чтобы найти, нажимаю Ctrl-F в браузере. И вот, собственно, мы перешли к описанию.
Если вам нужен какой-то параметр узнать, вы находите какую-то нужную функцию, то есть фильтр, и смотрите, какой параметр за что отвечает. Мне, в принципе, это не нужно, я и так все прекрасно знаю, так что я сразу покажу, что и куда нужно менять и двигать. Ну, во-первых, мы видим, что у нас используется шумоподавление в двух фреймах. Увеличиваем до 6. Обновили. Стало чуть лучше шум подавляться, но все равно большое количество шумов осталось. Дело в том, что threshold у нас 250. Это маловато. Попробуем 650. Так, шумов стало гораздо меньше. Увеличим чуть лимит до 8. Вот шумов стало еще меньше. И вот видите, то, что я вам рассказывал про неких копошащихся червячков, как раз вот это вот все мы здесь и замечаем. Есть возможность подобрать параметр шумоподавления таким образом, чтобы все дополнительные искажения, вносимые шумодавами, были минимальными, но в то же время мы смогли подавить шум. Для этого давайте подберем сначала threshold, чтобы он был более-менее таким премиум. То есть 650 это очень серьезный threshold, и из-за него получается искажение, когда что-то двигается. Давайте попробуем 350. Так, стало чуть поменьше. Давайте лимит попробуем не 8, а 4. Так, вот видим, что некий дополнительный шум появился, так что 4 маловато. Попробуем 5. Все еще есть. Попробуем 6. Вот здесь такая точечка была. Мы видим, что теперь такой уж сильный шум нас не сильно волнует. То есть все замечательно. Но вот палец, когда приближается, мы видим, что получается шум. Это опять же эффект из того, что мы используем большое количество предварительных фреймов. То есть 6 это очень большое значение. Давайте поставим 4. Так, стало гораздо меньше, но в то же время шумов стало больше. Чтобы избавиться от всего этого, нам нужно воспользоваться дополнительным фильтром шумоподавления. Используем фильтр DFT Denoise Y. Вот, шумов стало гораздо меньше. Подберем параметры. 19. Вот стало получше. Дальше. Тут 19 и тут 19. Так, стало чуть получше. Количество фреймов увеличим до 5. Это максимальное количество для этого фильтра. Так. Все же 4 фрейма многовато. Поставим 2. Хотя нет. 4 в принципе нормальный параметр. Нам нужно подобрать удаление шумов с помощью другого фильтра. Так. 79. Здесь попробуем 50. Так, стало гораздо меньше. Но, как вы видите, вот этот фильтр DFT Denoise Y достаточно сильно удаляет разрешение. То есть детали у нас получаются потерянные. Теперь мы должны, собственно, такое слишком агрессивное шумоподавление чуть-чуть изменить, чтобы вытащить те самые детали, которые были потеряны. Нам не нужно при шумоподавлении удалять детали. Лучше мы их, собственно говоря, оставим. Для этого давайте подбирать параметры. Так, 49. А
тут 29. И тут 29. Так, стало чуть получше. Попробуем количество фреймов увеличить. Так, мы видим, что детали в принципе остались. Те самые червячки вообще мало заметны. И при движениях небольшие артефакты есть. Но ничего страшного. В дальнейшем мы это все удалим дальше. То есть это всего лишь предварительная часть обработки. То же самое сделаем с каналом V. Но поскольку это совершенно другой канал, нам придется все делать то же самое, но уже с другими параметрами. Начнем с Motion Denoise. Сразу же поставим 6 фреймов. Увеличим 450 threshold и посмотрим, что получилось. Получилось в принципе ничего, только троечку лимит нужно увеличить, ну, примерно 5. Здесь шума чуть поменьше, но все же он есть. Давайте threshold попробуем 950. Все замечательно, но нужно подбирать это в балансе, потому как слишком большой threshold будет удалять много деталей. Так, вот эти вот небольшие вариации, которые дают эффект червячков, мы то же самое удалим тем же самым фильтром. И попробуем параметры 19. Мы видим, что 19 очень большие параметры, потому как очень большое количество деталей удалилось. Не годится. Попробуем 9 с 19. Многовато. Попробуем опять 9. Так, многовато. Попробуем троечку. О, сразу заметно, что шумов стало меньше. То есть шумов-то стало больше, но вот количество деталей увеличилось. Увеличим количество фреймов до 5. Готово. Червячков не особо заметно. В принципе, замечательно. С этим каналом мы закончили. Переходим в канал яркости. Тут все то же самое. Motion Denoise включаем. Сразу ставим на 6, потому как мы достаточно сильно давим шум. И мы видим, что не весь шум давится. Из-за того, что threshold маловат. Попробуем 350. Не весь шум давится. Попробуем 450. Тоже не весь шум. Попробуем изменить лимит до примерно 5. Во, оказывается, дело в лимите было. То есть нужно лимит сделать чуть побольше. Давайте 8 попробуем. 8, но все же не все шумы давятся. Вот здесь некий кусочек остается. Что мы сделаем? Сделаем 550. О, и сразу заметили, что шум таким образом начинает удаляться. Вот здесь заметно, что шума нет. Так же, как мы делали с световым каналом и применяли вот здесь вот фильтр DFT Denoise Y, здесь я делать такое не рекомендую. Почему? Потому как тут фильтр очень сильно сжирает детали, а нам это делать не нужно. Давайте попробуем. Вот сделаем вот так. Это даст лучшее качество шумоподавления на статических деталей.
А в дальнейших фильтрах мы этот шум удалим еще больше. Собственно, с RC Pre результат будет таким. Посмотрим, что было до и что у нас после. Мы видим, что вот здесь уже шумов нету. Все, в принципе, замечательно, но это всего лишь предварительная обработка. Вторая часть — это как раз обработка. В этом режиме мы получаем 10-битное видео, точнее 16-битное видео из 8-битных источников. Давайте дополнительно улучшим шумоподавление, увеличим threshold до 400. То есть дополнительно шумы будут удаляться, и количество фреймов поставим 6. Вот мы видим, что шумов вообще очень мало заметно. То есть финальное шумоподавление будет таким. Все замечательно. То же самое в канале, в другом световом канале. То же самое. 6 фреймов. Лимит, в принципе, нормальный. А вот threshold попробуем 300. Дополнительный шум, который тут мы видим, мы удаляем. Отлично. Дальше. Y-канал. Еще дополнительно, как мы видим, шум давится. Ну, давайте увеличим количество фреймов до 6. Теперь все совсем замечательно. Шумов очень мало. Эти параметры я двигать не буду. То есть, хотя мы threshold можем изменить до 300. Все стало гораздо более круче. Дальше посмотрим, что у нас с цветами. То есть обработку Repair мы произвели и посмотрим, что у нас получается. До и после с цветами. То есть вот у нас был диапазон от 0 до 255. Мы его сжали до телевизионного стандарта. Мы видим, что шума нет. И мы можем сделать дополнительную обработку. Например, добавить четкость изображения. Это у нас есть финальные фильтры. По умолчанию ничего не включено. Включаем Bicubic Sharp. Четкость изображения. Изображение становится более четким, но, как мы видим, это достаточно сильное повышение четкости. Мы видим такие черные артефакты и очень большое количество шумов, которые мы не смогли никак подавить, все же проявились. Поэтому мы изменяем до 1,5, так, чтобы четкость чуть увеличилась, но в то же время мы не видели новых артефактов. Попробуем единичку. Вот, в принципе, нормально. То есть стало чуть-чуть четче, но в то же время картиночка стала чуть лучше. Теперь мы сделаем вот что. Мы добавим фильм Grime. Бесплатная версия мы просто шум добавляли, а теперь добавляем шумок, эмулирующий зерно пленки. Таким образом мы избавимся от дополнительных артефактов червячков и заодно получим лучшее изображение. 2 маловато, попробуем 3. Так, шумок стал заметен. Посмотрим с рукой. Все же давайте оставим 2.
вот, собственно, финальный результат. А, не совсем финальный. Чуть-чуть добавим шумка еще в канале цветности. А вот теперь точно финальный результат. И проделаем то же самое с диапазоном кадра. Нам нужно не все видео обрабатывать, а только часть. Давайте посмотрим, какой у нас диапазон был в бесплатной обработке. От 200 до 200-400. Просто копируем, в чем мощь скриптовых редакторов. И вставим, вместо того, чтобы вписывать все это в ручками. Так, где это у нас? Вот он, трим. Вписываем. Включаем Motion Denoise Compensation Trim. Там было у нас двоечка, сделаем 2, чтобы была возможность сравнить. Все, 13. Собственно, фреймов, то есть 13 секунд. Давайте теперь все закодируем. Вот тут есть такая интересная возможность. Мы можем вывести те самые 13 фреймов, чтобы сравнить с помощью вот этого скрипта out.a. То есть мы получим на выходе тот самый шумный наш материал, но именно те фреймы, которые у нас пойдут в результат. И мы видим, что диапазон черного вернулся как раз в нужный нам режим телевизионного стандарта. То есть мы видим за одной детали. Переименуем, назовем А и сделаем выход, то, что у нас получится. Допустим, на кодирование. То есть out.b. То же самое можно было бы сделать, если бы я запустил out.bat. Ну, не выходя из папки редактор, это можно сделать прямо здесь. Мы видим, что обработка стала гораздо медленнее, чем в бесплатной версии. То есть 20 FPS. И нужно несколько секунд для этого. Посмотрим же результат. Мы видим, что все четко, шумов нет. Изображение просто идеальное. А вот что было в начале. То есть шумы. Теперь шумов нет. Давайте сравним результат с тем, что у нас был в бесплатной версии. Для этого скопируем из бесплатной версии выход, переименуем. Free. И сравним, чем у нас отличается наш результат. Вот, это результат платной версии. Мы видим, что шума здесь нет. А вот бесплатная версия. Чуть-чуть шум имеется. Вот, кстати, это видно. То есть платная версия дала нам больше возможностей по шумоподавлению, позволяла делать гораздо более чистую картинку. А в бесплатной версии это невозможно. Точнее, шумоподавление это есть, но в платной версии шумоподавление гораздо более круче. Плюс вы получаете некие дополнительные возможности. Например, повышение резкости. Все. Вот такой результат. А был таким. И бесплатная версия, и платная версия позволяет это сделать. То есть шумоподавление, как основная функция, точнее одна из основных функций программы VideoArtifact, позволяет вам это делать. До следующих встреч.